Привет, друзья! Мы находимся на северном берегу Байкала, на станции Нижнеангарск. Это БАМ, знаменитая Байкало-Амурская магистраль. Отсюда мы отправимся в Тынду. Стоянка поезда всего 1 минута. Рано или поздно люди вырастают, вот и подошел он наш черед. Только представьте, протяженность Байкало-Амурской магистрали 4324 километра. Именно такое расстояние разделяет крайние точки маршрута. Тайшет в Иркутской области и Советскую гавань в Хабаровском крае. И где на поезд счастья берут билеты. То, что нам сегодня все пока не просто. Друзья, мы преодолели половину пути, выходим на станции Чара, нас ждут местные достопримечательности. Поедем смотреть на пески, на озера Большое и Малое Люприндо. В тайге одна дорога, как известно, по берегу реки. В нашем случае дорога идет вдоль БАМа. Вы видите его за моей спиной на насыпи. Передвигаться мы будем на КамАЗе с Кунгом, а другая машина по этой дороге просто не пройдет. Будем пробиваться к местным красотам. Погнали! Железную дорогу хотели построить еще до революции. Только так можно было освоить богатые ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Настоящая сокровищница БАМа – удаканское месторождение меди, 3-е в мире по запасам. Уж поверьте, освоить эти богатства без железной дороги было бы невозможно. Мы на своем опыте убедились, насколько непредсказуема природа этих мест. Озеро Большое Люприндо – одно из крупнейших в Забайкалье, глубина до 65 метров. Вода ледяная. Непроходимые болота, бурные реки, сотни километров лесов и гор. Природа Забайкалья очаровывает своей суровой красотой. В глухой тайге мы встретили отчаянных художников, которые приехали запечатлеть короткую северную осень. Они говорят, что это самые живописные места на БАМе. А мы двигаемся дальше, и следующая точка нашего маршрута – Чарские пески. Добраться до них – настоящее приключение. Из-за продолжительных дождей вахтовка не смогла преодолеть непроходимые топи. До цели пришлось добираться на самодельном болотоходе, потом на резиновой лодке и, наконец, пешком. Путешествие заняло несколько часов, но поверьте, оно того стоило. Посмотрите на эти барханы. Чарские пески – это самая маленькая пустыня в России. Чарская пустыня очень маленькая, но здесь все по-настоящему. Огромные песчаные барханы, яркое палящее солнце. Не хватает только верблюдов и пирамид. Пустыня спряталась посреди гор и непроходимой тайги. Зрелище, по меньшей мере, необычное. Мы снова в поезде, поэтому короткий рум-тур для тех, кто забыл счастье дорожной романтики. Несколько полок, розеточка, столик, дальше по коридору санузел, а там знаменитый Титаник. Поэтому наливаем кипяточек, пьем чай. Скорый поезд, опустевший вокзал. Скорый поезд, словно сон исчезал.
как видение в одно мгновенье скрылся вдали, оборвав меня на полуслове. Скорый поезд, снова спишь. Нас встречает столица Бама, Тында. Мы только что приехали на поезде и первым делом отправляемся в музей. В Тынде находится музей истории Байкало-Амурской магистрали. Торжественное открытие первой экспозиции состоялось в октябре 1977 года. А сегодня в фондах музея хранится уже больше 43 тысяч экспонатов. Здесь можно во всех подробностях узнать историю строительства Байкало-Амурской магистрали. Отдельная экспозиция посвящена этнографии и рассказывает о культуре и быте ивенков, коренных жителей этого региона. Сложно переоценить значение Байкало-Амурской магистрали в экономической и промышленной жизни страны. Фактически, стройка БАМа продолжается до сих пор. Поставлена стратегическая задача почти вдвое увеличить пропускную способность транспортной артерии. Для этого на всем протяжении магистрали укладывается второй путь. Начато строительство второго Северомуйского тоннеля. Время вновь гудит. БАМ.